Это какой-то портал. Я вот смотрю вне экрана просто, и очень объемная картинка получается. Это что такое? Ну, это как бы кладбище, правильно? Ну, не совсем я понимаю. Вот, например, иероглифы. Это китайские, да? Кому это все посвящено? Вот что конкретно это значит? Даже не знаю, как вот погуглить. Да, наверное, сейчас сделаю скриншот и спрошу. Я узнала у знающих технологий, что это такое и что гласит надпись. Это классический китайский язык, который использовался во Вьетнаме до 20 века. Ничего себе. Это вообще до недавних времен, да, получается. И вот эти комплексы– это поминальные алтари каких-то почитаемых людей. Например, вот это, по мнению чата GPT, алтарь от учеников какому-то учителю времен императорского Вьетнама. Я только что все прочитала, и пересказать мне уже не хватает вот этого богатства языка. Вот здесь прям с фотографиями, как я оказалась просто на кладбище. Знаете, на что обратила внимание? Вот эти цветы, вспоминайте вот Грецию, Европу, Турцию, везде они яркие, а здесь как сочетается с цветом всего остального, как будто бы все такое выцветшее, пошарпанное, и цветы тоже. Какая неравномерность в окраске. Интересно, правда? Видите, я больше визуал. Я вот про историю или на какие-то туры, там экскурсии часто, естественно, хожу, была во многих музеях, но вот так, чтобы запоминать даты, факты, истории, мне тяжело. А дорогу найти или вспомнить, где находится там то или иное место спустя много лет путешествия, вот это легко. То есть я приеду, не знаю, в Париж, в котором я последний раз была, наверное, в 18 либо в 17 году, и я точно знаю, куда там пойти, как найти музей Арсе. Вот, я даже забыла точное название музея, но как его найти, если что, я вспомню. Вот такие особенности у каждого человека. Еще георгины я так обожаю. У нас в детстве в огороде росли такие цветы. Астры, георгины, пионы и гладиолусы. Вот эти 4. И у меня есть фотография, я стою такая маленькая с гладиолусами. Прям в рост. И вообще, когда я смотрела свои детские альбомы уже, в более взрослом возрасте, всегда думала, как же красиво снято, какие у меня родители молодцы. А у друзей я такого не видела. У них были какие-то такие странные, простые фотографии. Я вот часто реально на это обращала внимание, как-то отмечала для себя. И второе, когда в школе собирали на альбомы, мне родители всегда говорили: как дорого, ой, опять эти фотографы, типа, много берут, там что-то такое. И вот стал выбор профессии, я вспомнила вот эти 2 пункта, что как я люблю фотографию, как это все красиво выглядит в фотоальбомах, какое-то искусство, и что это еще и хорошо оплачивается. Я думаю, отлично. То, что нужно. Так примерно я и стала фотографом. Наверное, эту историю немногие сейчас услышат. Может быть, нужно будет отдельно повторить, потому что я как между делом... Сейчас еще одну историю расскажу. У меня папа так любит записать сообщение и потом между делом сказать: кстати, я еду на рыбалку. То есть там 8 минут он может что-нибудь говорить, и потом такой: кстати, я еду на рыбалку. И, естественно, мы это можем не запомнить, не услышать, как-то не обратить внимания, и потом папу потерять, когда он 3 дня не выходит на связь.
А потом он говорит, так я же вам говорил. Поэтому теперь у нас правило такие важные вещи писать в письменном виде, что я вот на столько-то дней, либо в начале сообщения. Ну вот, это я к тому, что я тоже в середине видео столько вам информации выдала. Вы, может, ничего и не запомните, поэтому не удивляйтесь, если я еще раз где-нибудь расскажу про георгины так точно. Ну и про то, как я стала фотографом тоже. Может быть, еще поподробнее. А если вы послушали эти истории, напишите вопросы в комментариях, дополнительные какие-то. А то мне такая, что все понятно, все со мной понятно. А вот новым зрителям на канале, вообще людям, которым только мои ролики попадаются вот так случайно, может быть, много и не ясно.